Я хочу посмотреть, как у них могилы сделаны. Небольшие непонятки. Надеюсь, он не будет. Частый сектор в Геленджике. Вот еще непонятно, кто здесь ползает. Акулы есть. А просто пойдем купаться. Привет, друзья! Вы на канале Здесь Максис, и сегодня у нас вторая серия нашего путешествия в Мексику. Мы будем посещать сегодня острова мексиканские, находящиеся возле Канкуна. Их будет 2. Сейчас вы все это увидите. Плывем на таком паромчике, нас посадили сначала на остров Мухерес, и потом на Кантой остров поедем. Наш вот капитан стоит, раздают выпивку, играет музыка, нас около 100 человек тут. И вот море красивое, Карибское. Доплыли мы до острова этого Мухерес. Ну, он такой оживленный, конечно, туристический, сильно заселен. Это как отдельный город здесь. Нам просто сказали, у нас час времени, и надо прогуляться вот здесь по набережной, посмотреть сувениры, магазины. Такого еще ничего интересного не видел. Ну, антураж такой прикольный, да. Прогуливаясь по этому городку, мы дошли до пляжа. Людей вообще мало. Ничего особенного. У нас возле отеля даже лучший пляж. Немного у нас непонимания, для чего нас привезли в этой экскурсии на этот остров и дали 1 час времени, потому что здесь смотреть, наверное, надо целый день, брать, снимать машину, кататься, а нам дали всего час прогуляться по набережной. Небольшие непонятки. Не унывайте, пацаны. Гуляя по городу, решил поискать что-то интересное, более-менее. Увидел кладбище мексиканское, хочу посмотреть, как у них могилы сделаны. Сделано очень по-другому, не как в странах СССР или в Европе. Каждая могилка — это вот произведение искусства. Разные монументы. Цветные, не цветные, разные формы абсолютно. Очень необычно оказалось. Не зря, то есть я сюда зашел. И главное, здесь дорожек нету. Надо самому ходить между могилками. Таких прям дорожек нет, они как-то стоят. Каждая в своем углу. Бродя по улицам Исла Мухерес, вот мы зашли в такой райончик. Частный сектор. Очень напомнило мне Геленджик. Частый сектор в Геленджике на отдыхе. Замечательный мужик, меня вывез в Геленджик. До второго острова наш теплоходик маленький решил заплыть вот сюда, какой-то, это то ли коралловый риф, то ли еще что-то, поплавать в масках, сноркелинг поделать немного. Вот сейчас всех готовят, сказали, полчаса можно будет плавать. И дальше уже двинем на остров Кантой, который вон там виднеется. Про него я вам расскажу чуть позже. Залезли в водичку, отлично, такая кристально чистая. Вот Даша испугалась плавать, она боится снорклинг делать. А вот наш гид сейчас поведет куда-то. Остановки, которые мы останавливаем, сделать снорклинг. Достаточно было очень интересно. Там
были кораллы, красивые рыбы, как в Египте, плюс-минус. Вот мы были в Египте 1,5 года назад, примерно так же красиво. Мы наконец подплываем к этому острову, который уже полдня плывем, Исла Кантой. Вот он. Не знаю, если получится дроном снимать, вроде сказали запрещено опять, чтобы редких птиц там не зацепить и так далее. Ну сейчас посмотрим. Птичку жалко. Пока мы подплываем, расскажу несколько интересных фактов, которые уже успел прочитать об этом острове. Во-первых, это не остров, там, ну это остров, там никто не живет, это считается как национальный парк, никто там не имеет даже права жить. Там есть редкие птицы, редкие виды рыб, нельзя курить, нельзя с собой еду привозить, нельзя, нам запретили даже мазаться кремом. Солнце нет, потому что это можно повредить фауну рыб в воде. И еще очень интересная информация, что больше 200 человек в день нельзя приезжать сюда, поэтому заранее резервировать экскурсии надо. Просто райские виды здесь выгрузились только вот с паромчика. Я ни разу не был на Мальдивах, но думаю, на Мальдивах именно так. Только здесь еще своя флора и фауна. Вот, быстро перекусили там в небольшом ресторанчике таком. Здесь какой, если это можно назвать музеем. Показывает, что здесь плавает возле острова. Акулы есть, он говорит, иногда. Вот такие черепашки мы плавали в серии до этого. И вот такие мы, по-моему, плавали, я видел. Ну и в принципе все. А вот показывает это сам остров какой он. Достаточно маленький, вот там можно обойти пешком, наверное, за час, как он сказал. Здесь так же, как и возле нашего отеля, везде ползают ящерицы. Вот огромные. Вот это вообще варан огромный. Вот еще непонятно, кто здесь ползает. Удивительная окраска. Перед прогулкой по острову небольшой нас попросили, то есть не попросили, а предложили искупаться вот в таком райском местечке. Даша уже плавает, там вон одна. В итоге с дроном не получится снимать, запретили, сказали, запрещено тоже законом, но здесь я могу понять, здесь очень, если вы видите, вот здесь очень много летает птиц. Диких птицек, прям целые стаи вокруг, и он сказал, можно их убить и плюс дрон попортить, поэтому запрещено. Рисковать я не буду, чтобы штраф не получить, а просто пойдем купаться. Сейчас я занырну со всей скорости, побегу, и вы ныряйте виртуально со мной. Просто благодать. Наш гид повел нас внутрь острова, и здесь, оказывается, такие небольшие озера есть с рыбами, лагуны он их называет. И птицы живут, и вон сколько много птиц там. Поэтому нельзя на дронах летать. Гуляем дальше по острову с гидом. Здесь такие все интересные растения, которых, наверное, в других странах не увидишь. И очень много птиц. Только что наблюдали, как пеликан кушал рыбу в озере. Друзья, ну вот и заканчивается наша поездка на остров Мухерес и остров Кантой. Какие впечатления? Ну, Мухерес там особо смотреть нечего, а вот остров Кантой реально место райское, очень красивые пляжи, дикая природа. Ну, вы сами все видели по моим видео. Поэтому не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще 3-я серия из Мексики. Она достаточно скоро выйдет, поэтому ставьте колокольчик, чтобы знать, когда новое видео загружено на мой канал.
Пока.